Всем привет! Во время строительства у многих возникает вопрос, как сделать фасад дома красиво и практично. На рынке очень большой выбор решений для внешней отделки стен. И сегодня мы расскажем вам о самых гениальных изобретениях для фасадов. Вы узнаете о передовых изобретениях в мире строительства и сможете выбрать для себя подходящий вариант. Первым по списку идет новый материал для стеклянного фасада, который разработали немецкие ученые. Суть изобретения заключается в создании светоблокирующего слоя для зданий, где фасад выполнен из прозрачного стекла. Не секрет, что дневной свет, поступающий через большие стеклянные окна, приводит к увеличению температуры в помещении, а значит, к повышенным затратам электроэнергии для работы кондиционеров. Стеклянные фасады в основном используются в офисных зданиях, однако во многих частных домах используется панорамное остекление, поэтому данное изобретение может помочь и вам. Технология работает следующим образом. Светоблокирующий фасад состоит из специальных деталей, которые при нагревании остаются в своем стандартном расправленном положении. А когда материал охлаждается, детали начинают сворачиваться, увеличивая светопропускную способность. Это помогает справиться с дневным светом, который сильно нагревает помещение. Но в то же время, в темное время суток через такое стекло будет все отлично видно. Очень хороший вариант для защиты от солнца. К тому же данный материал крайне просто устанавливается. А главное, его можно использовать на уже закрепленных стеклах и даже между ними. В настоящее время новинка дорабатывается в плане сохранения тепла в продолжении всего дня, включая темное время суток, а также для генерирования электричества при помощи гибких солнечных панелей. Строительные блоки из морской соли – уже существующая реальность, которая воплощена в жизнь. Идея создания этого необычного материала принадлежит нидерландскому архитектору. Изобретение основано на процессе извлечения соли из морской воды с использованием энергии солнца. Соль впоследствии перемешивается с крахмалом, также извлеченным из морских водорослей. Процесс создания таких блоков замкнутый, то есть производство не выделяет никаких отходов. Обычно при опреснении морской воды добывают огромное количество соли, которую отправляют обратно в океан. Такая технология позволяет создать полностью безотходное производство, ведь соль, которую раньше выбрасывали, теперь идет на полезное дело. Соляно-крахмальная смесь подходит для сооружения конструкций зданий, находящихся в пустынных засушливых зонах. Для большей надежности поверхность соляных блоков покрывается материалом, в основу которого заложена эпоксидная смола, что дает стопроцентную гарантию защиты их от пагубного воздействия влаги. Такими блоками можно изготовить не только красивый фасад, но и выложить полноценные стены для дома, ведь прочность такого кирпича очень высокая. А дальше ты узнаешь про очень сильно нашумевший проект. Фасад Клик – крайне известный и очень перспективный способ быстро и качественно сделать фасад для твоего дома. Благодаря этому изобретению можно обойтись без дорогостоящих работ по возведению каменной отделки дома. Вы самостоятельно сможете качественно, а главное легко и просто облицевать свой дом. Фишка данной технологии в том, что для кладки кирпичей используются специальные направляющие из пластика. Они очень прочные и долговечные. Благодаря такому подходу не потребуется использовать бетон. Вся конструкция прочно прикрепляется к несущим стенам здания. Выкладывать фасад сможет даже ребенок. Кирпичи идеально ровно ложатся благодаря специальным пластиковым вставкам, которые и сдерживают кирпичи между собой вместо бетона. Между стенами и фасадом остается достаточное пространство для установки утеплителя. После таких работ не будет горы мусора и засохшего цемента. Производить укладку очень просто. Вам даже не придется поднимать очень тяжелые мешки с цементом. А главное, вы сможете сэкономить на рабочих. Ведь произвести неровную и непрочную кладку с этим изобретением просто невозможно. Дальше мы расскажем о наиболее популярном виде возведения фасадов. Словосочетание «сэндвич-панель» может стать для вас новым и необычным, но данный тип облицовки уже давно обрел популярность среди дизайнеров. По сути, сэндвич-панель – это два листа металла, которые объединены слоем утеплителя. Металл используется жесткий. Что касается прочности изделия, то она достигается за счет прессования деталей друг к другу. Привлекательность внешнего вида и теплоизоляция постройки – это основные преимущества материала. Разбираясь в теме декоративных особенностей, нужно отметить, что поверхность может быть гладкой, декорированной или профилированной. Главное преимущество такого фасада – скорость его установки. Панели привозят уже в готовом виде. Их установка максимально простая – просто прикрепить к стене дома. При этом у сэндвичей много плюсов помимо скорости сборки. Они не горючие.
так как при их создании используются только негорючие материалы. Они прочны и долговечны. Такому фасаду не страшны перепады температур, влажность и солнечный свет. Но и главный плюс – при помощи сэндвич-панелей можно сделать абсолютно бесшовную внешнюю отделку дома, что можно использовать в определенных дизайнерских решениях. Сэндвич-панели в том числе используются в возведении модульных зданий. Компания ПО «Система» использует свои патенты и передовые разработки для быстрого и качественного возведения подобных строений. На выбор предлагаются абсолютно любые типы блок-контейнеров, от жилых и офисных до санитарных блоков и постов охраны. ПО «Система» – крупная производственная компания, зарекомендовавшая себя на рынке. Подробнее о модульных зданиях вы можете узнать по ссылке в описании. Линеарные панели – это фасадная облицовка, представляющая собой узкие профилированные полосы из оцинкованной стали. Фактически, это та же металлокассета, только производимая из более тонкой стали на прокатной линии, и, как следствие, цена линеарной панели за 1 квадратный метр значительно ниже стоимости металлокассеты. Функциональная и визуальная разница между этими двумя видами облицовки фасада состоит в ограничении ширины линеарной панели до 300 мм, так как элемент большей ширины, изготовленный из стали толщиной в полмиллиметра, просто не смог бы удерживать плоскостность. Способ крепления линеарных панелей довольно прост. Для монтажа применяются саморезы или заклепки, которые окрашивают в цвета фасада. Также изготавливают панели со специальным скрытым замком. Наверное, каждый из вас видел вариант исполнения облицовки стен при помощи линеарных панелей. Обычно ими украшают стены местных супермаркетов и ларьков. Часто магазинчики открываются в достаточно старых зданиях, стены которых имеют не самый лучший вид. Поэтому и используют линеарные панели, плюсом которых, несомненно, является их цена. А о следующем варианте вы могли уже догадаться. Металлокассета – элемент облицовки фасада, которые изготавливаются из оцинкованной стали и в готовом виде окрашиваются порошковым методом. Это позволяет получить широкий спектр различных цветов и защитить сталь от агрессивного воздействия окружающей среды. Кассеты могут быть изготовлены из стали различной толщины – от 0,7 до 1,2 мм. Рекомендуемой считается толщина 1,2 мм, так как именно при такой толщине кассета имеет оптимальную жесткость. Крепление такого фасада бывает двух типов – открытого и закрытого. В открытом типе крепежные элементы видны, и чтобы скрыть крепление, потребуется красить их в цвет фасада. В закрытом варианте крепление скрытое. Такой вариант достигается специальной формовкой, благодаря которой элементы кассеты прикрывают крепеж. Такой вариант исполнения фасада уже дороже предыдущего, поэтому реже встречается. Однако он имеет более высокую прочность, кассеты могут быть больших размеров, и, что самое важное, металлокассеты будут выглядеть куда дороже благодаря качественной покраске и скрытому крепежу. Еще одним вариантом вентилируемых навесных фасадов стали алюминиевые композитные панели. Их повсеместно используют как для отделки частных домов, так и коммерческих помещений. У данного материала обширная цветовая палитра, а также ряд несомненных весомых плюсов. Алюминиевые композитные панели – современный облицовочный материал, изготавливаемый из двух слоев алюминиевой ленты и внутреннего полимерного наполнителя методом горячепрокатного экструдирования. При сравнительно низкой цене алюмокомпозитные панели сочетают в себе сразу несколько преимуществ перед остальными типами облицовки вентилируемых фасадов. Высокая прочность благодаря композитному исполнению материала. Огромная износостойкость. На подобные панели часто действует гарантия в 20 и более лет. Термоустойчивость. Еще один немаловажный плюс – такие панели можно изготавливать нестандартной формы, а также их можно обрабатывать сразу на объекте. Алюминиевые композитные панели различаются по классу горючести. Есть варианты исполнения более дешевого класса. Такие панели являются горючими и имеют ряд ограничений для установки. Варианты более высокой ценовой категории вовсе не горючие. Их можно использовать как угодно и где угодно. Если в предыдущих случаях мы обсуждали варианты исполнения навесных фасадов, то дальше вы более подробно узнаете про эту технологию. При строительстве дома все обращают внимание на то, как украсить свой дом, а главное – сделать это дешево и быстро. Поэтому популярность обрел вариант с навесными фасадами. Суть заключается в том, что к стенам уже возведенного здания крепится специальный металлический или деревянный каркас. Благодаря возведению каркаса образуются удобные полки, куда легко и просто положить нужный вам утеплитель.
А далее крепится уже сам материал облицовки, варианты которого могут быть самые разные. Главным преимуществом такой технологии стала возможность строительства вентилируемых фасадов, что позволяет уменьшить пагубное воздействие влаги на дом. Все дело в том, что благодаря циркуляции воздуха внутри конструкции никогда не образуется повышенная влажность и не сможет завестись грибок. Материал утеплителя никогда не испортится, а стены здания не пострадают от влаги. Плюс к этому возводить подобные конструкции можно в одиночку. Благодаря всем этим преимуществам навесные фасады и обрели популярность. Самым старым способом украшения дома по праву можно считать облицовку камнем. Конечно, в древности не было тех технологий, которыми мы пользуемся каждый день. Поэтому использовали самый простой и распространенный материал. Ну и сейчас многие хотят украсить свой дом при помощи настоящего камня. Облицовка камнем – трудозатратный и дорогой по нынешним меркам процесс возведения фасада. Все дело в том, что для строительства потребуются специальные камни, огромное количество бетона и большие человеческие трудозатраты. Все это обуславливается тем, что фасады из камня не пользуются популярностью в наше время. Но стоит отдать должное людям древности. Они использовали лучший материал для качественной облицовки дома. Ведь камень не пропускает влагу, сохраняет и накапливает в себе огромное количество тепла, что позволяет экономить на обогреве дома. Он долговечен и очень красив. И все эти плюсы относятся к самому древнему способу. Удивительно, не так ли? В заключение хочется сказать, что к выбору фасада нужно подходить с умом, обязательно учитывая ваш тип дома и погодные условия. Материалов и способов исполнения отделки дома очень много. И в этом видео мы разобрали самые красивые и передовые технологии специально для вас.